Друзья, всем привет! Сегодня у меня для вас снова много хороших, интересных новостей. Я рад, что сегодня пятница, а значит, впереди выходные, поэтому я постараюсь поднять вам немного ваше настроение. В общем, как всегда, много интересного, кратко и с позитивным настроем. Если все готовы, давайте начинать. Алкетык, Алга, поехали! Начну сегодня я с рекламы. Правда, рекламировать я буду сам себя, точнее наш фильм, который вы уже скоро увидите на экранах. Этот фильм мы сняли в 2021 году во время нашего визита в Казахстан, в город Алматы. В нем я расскажу вам про этно-ансамбль «Туран». Очень интересный этно-ансамбль, который выступает по всему миру и играет более чем на 30 народных музыкальных казахских инструментах. В фильме будет много интересного, много музыки, но самое главное, можно будет узнать, почему же молодые ребята выбрали именно такой путь в жизни. Почему они посвящают себя народной музыке и хотят пронести ее на себе через историю к следующим поколениям? Тем более, вы знаете, это интересно, потому что сейчас молодое поколение, наоборот, стремится к чему-то более простому. В общем, хвалить сам фильм не буду, потому что в любом случае вы, наши зрители, будете оценивать его вашими лайками и комментариями. Но главное, это то, что я должен вас предупредить о его появлении. Так вот, он появится в эфире «Алга Петербург» уже на следующей неделе. Сам фильм уже готов. Осталось только сделать перевод, добавить субтитры, чтобы все друзья смогли его посмотреть. Дорогие друзья, ну а теперь сразу комплектом хочу доставить до вас новости от Димаша. Дело в том, что кажется, Димаш собирается нас радовать живыми выступлениями в этом году по полной. На своей странице в Instagram Димаш опубликовал пост, в котором объявил о своем сольном концерте в Минске. И не просто объявил, но еще и лично пригласил каждого из нас. В Беларуси 2 апреля на площадке Минск-арены состоится его сольный концерт. Это очень хорошая новость. Конечно, мы уже рассказывали о том, что билеты появились в продаже и что это классный повод еще раз побывать в Минске. Но я хочу сказать, друзья, что одно дело, когда получаешь информацию от интернета, а другое дело, когда лично от Димаша. И если учесть, что мы его уже давно не видели, то это супер новость. Ну и, конечно, дополнительно в пятницу нужно сообщать двойные хорошие новости. И вот также мы сегодня узнали, что Димаш будет принимать участие в концерте в Москве. Этот концерт будет посвящен Международному женскому дню 8 марта. Сам концерт состоится 6 марта, и Димаш заявлен как один из участников. Об этом появилась информация в интернете. И сам Игорь Яковлевич подтвердил это в комментариях в Instagram. Ведь мы знаем, он любит общаться с Диарс в комментариях. Ну что тут добавишь? Не зря у Игоря Яковлевича такая фамилия. Ведь действительно, крутой же. Легендарному Юрию Померанцеву сегодня 99 лет. Свой день рождения он, естественно, отмечает на сцене. Это единственный актер в Казахстане, играющий в театре в таком почтенном возрасте. Мы уже были в Алматы и были даже в театре имени Натальи Сац, где он работает. Но, к сожалению, не смогли встретить легенду лично. Почему, к сожалению? Потому что это человек, который уже вошел в историю как советский и казахстанский актер театра и кино, режиссер, народный артист и герой труда Республики Казахстан. И также он участник Великой Отечественной войны. Вообще, международную известность как киноактер Юрий Померанцев получил, снявшись в роли генерала-предателя Власова в киноэпопее «Освобождение». Но больше всего зрителям он запомнился по фильму «Наш милый доктор», который был снят в 1957 году. И в котором, кстати, также снялась великолепная Бибигуль Тулигенова. Пожелаем Юрию Борисовичу здоровья, бескрайних творческих сил, успехов на сцене, хотя кто-то скажет, куда еще можно стремиться, но все равно я считаю, что такие личности должны ежедневно отмечаться различными наградами за достойный пример молодежи. Ведь Юрий Борисович, выходя на сцену в таком почтенном возрасте, в очередной раз показывает подрастающему поколению, что человек должен трудиться. Друзья, у меня пока что все на сегодня. До встречи!